Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 10 августа, выпуск промежуточный, он же экстренный. Экстренный, потому что идет война. Я об этом вам говорю не в первый раз и, к сожалению, вероятно, не в последний. Война продолжается уже довольно давно, скоро уже будет полгода, как война идет. И, вероятно, в ближайшие месяцы эта война не окончится, а будут продолжаться жертвы и среди мирного населения, и среди военнослужащих, конечно, и вооруженных сил Российской Федерации, и вооруженных сил Украины. К сожалению, война, которую инициировал президент России Владимир Путин, продолжается. Так, ну давайте перейдем к обсуждению тех событий, которые произошли с нашего последнего с вами эфира. И прежде всего давайте обсудим ядерный шантаж, к которому прибегает президент России Владимир Путин. Удары по Запорожской АЭС, которая находится в Энергодаре, производят вооруженные силы Российской Федерации. У нас есть по этому поводу точная информация. Все происходит для того, чтобы в критический момент объявить новые удары по Запорожской АЭС делом рук вооруженных сил Украины, объявить, что это ядерный шантаж, и развязать руки Путину для применения тактического ядерного оружия. Какие для этого нужны предпосылки? Ну, во-первых, для этого ту часть Запорожской области, которая уже оккупирована, должны присоединить к России для того, чтобы ядерный терроризм, как это готов объявить Путин, ну, псевдоядерный терроризм, якобы происходит якобы по отношению к Российской Федерации. Конечно, все чистейшей воды мистификация. Готовится референдум, как мы... Заметьте, что после того, как мы выпустили пост о ядерном шантаже со стороны российского президента, псевдоглава псевдозапорожского образования, который, я имею в виду оккупированной территории, объявила о подготовке к референдуму. Мы уже с вами только что обсудили, что это одна из основных частей плана подготовки к ядерному шантажу. И жаль, но план в деле, что называется, и готовится к выполнению. Что это даст президенту России Владимиру Путину? Ну, во-первых, он уже давно мечтает повторить все ошибки, которые совершили США. Мы тоже уже с вами об этом неоднократно говорили, обсуждали, и в том числе в итогах недели с Сергеем Жирновым. Мы обсуждали, что Путин как такой, давайте опять-таки говорить называть вещи своими именами, как лох, которым он являлся в детстве, когда мечтал быть хулиганом, мечтал уподобиться хулиганам. Так вот, он считает, что для того, чтобы стать хулиганом, достаточно совершать все ошибки, которые совершают хулиганы. Он не понимает, что образ поведения хулигана диктует его внутренний мир, а не приобретенные какие-то знания или желание быть похожим на кого-то. Так вот, Путин желает быть похожим на руководство Соединенных Штатов Америки. Желает совершать те ошибки, которые совершало руководство Соединенных Штатов Америки в разные времена. И он действительно считает США великой страной, и когда он об этом говорит, он говорит абсолютно искренне. Он считает, что сделали США велико как раз те ошибки, еще раз повторяю, извиняюсь, что часто повторяю это слово, но вот президент России Владимир Путин именно так и считает. И удар ядерным оружием по Хиросиме и Нагасаки, юбилей которых мы на днях, ну не юбилей, вернее годовщину, извиняюсь, я неправильно выразился, годовщину которых мы отмечаем на днях, тревожит мысли, тревожит мечты российского президента. Путин желает нанести ядерный удар, он понимает, что безнаказанно прошел тот эксперимент для США, он считает, что такой же эксперимент может поставить и он,
И это тоже должно пройти безнаказанным. Уверяю вас, что безнаказанным однозначно не будет любые эксперименты с ядерным оружием, по крайней мере, применение тактического ядерного оружия Путиным, вне зависимости от того, на какой территории он его решит применить, будет чревато глубочайшим кризисом как минимум. Ну и мы с вами прекрасно понимаем, что возможно и ядерный конфликт, ядерная война полноценная, полномасштабная. Жаль, но, к сожалению, это так. Далее мы давайте с вами обсудим вчерашние взрывы в Крыму. Давайте мы не будем сейчас уточнять, что именно произошло. У нас есть четкая и понятная информация о том, что произошло. Нет никаких сомнений, что к взрывам в Крыму на военных объектах, еще раз подчеркиваю, именно на военных объектах в Крыму имеют отношение вооруженные силы Украины. Они считают Крым своей территорией, имеют на это полное право. Весь мир цивилизованный признает Крым территорией Украины и нанесли удар по военным объектам. Украинские вооруженные силы, давайте так больше скажем, даже не столько украинские вооруженные силы, сколько украинские спецслужбы совместно с украинскими вооруженными силами. И довольно ощутимый удар. Путин был в ярости, когда узнал о случившемся. Ну, перед этим он еще имел неприятный разговор с президентом Израиля, в котором президент Израиля упрекнул российского президента в том, что контрабандное оружие с России попадает в Палестину. Фактически прямой обвинил президента Израиля, российского президента в вооружении палестинских боевиков. Путин пытался, что называется, отмазаться, сказал, что вина, скорее всего, на украинском руководстве, что это, скорее всего, контрабанда с территории Украины, но президент Израиля четко указал пути поставок оружия палестинцам и уверил российского президента, что есть у него и в целом у израильского руководства четкое понимание и четкая информация, откуда берется оружие у палестинцев. Фактически обвинил президента России в намеренном вооружении террористической организации. Президент России также получил предупреждение от президента Израиля о том, что лекарственные средства, которые поставляют в России для того, чтобы вылечить невозможно, для того, чтобы лечить онкологию Путина, поставка этих лекарств может быть прекращена в любой момент. Мы как-то рассказывали, наверное, уже о том, что пытались лечить Путина не только израильскими лекарствами, пытались другими методами лечить, использовали китайские аналоги и российские даже аналоги пытались создавать, но все приводило лишь к ухудшению состояния здоровья у российского президента, поэтому с экспериментами завязали, импортозамещение в этой сфере не прошло, ну, равно как и в других сферах. Путин лекарства, которые поставляют с Израиля, жизненно необходимы. Фактически они держат президента России на плаву, дают ему возможность жить и более-менее полноценно выполнять свои функции. И Путин, конечно, был крайне расстроен. Вчера было совещание у Путина по видеосвязи с представителями Генштаба и Министерства обороны. Путин был крайне раздосадован предъявленными претензий к нему, плюс был просто взбешен докладом о взрывах в Крыму, где пострадали прежде всего военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации. Погибло там на сегодняшний день с утра, если я не ошибаюсь, мы говорили о 24 человек, на сегодняшний день, вернее не сегодняшний, на этот момент уже известно о 32 погибших российских военнослужащих. Несколько человек скончались от полученных ран, но в целом картина такова. Как будет Путин использовать произошедшее? Ну, давайте скажем, что есть уже планы, устроить аналогичные взрывы, только уже со стороны российских спецслужб, где погибнет мирное население, и таким образом обвинить
вооруженных сил Украины в диверсии против мирного населения. Что это даст? Ну, кроме негатива по отношению к Украине, который уже в целом есть благодаря пропаганде, ну, в кавычках, благодаря пропаганде, в российском обществе, ну, ничего больше, ну, и меньше ничего не даст. Насколько будет приведена в жизнь эта идея президента России Владимира Путина, увидим уже в скором времени. Я бы советовал всем жителям Российской Федерации, которые сейчас отдыхают в Крыму, срочно эвакуироваться, просто немедленно. Отдых в Крыму в этом году чреват последствиями, которые могут отразиться на здоровье, могут отразиться на будущем. Я бы советовал всем срочно эвакуироваться с Крыма. Более того, я бы советовал жителям Крыма эвакуироваться по возможности на материковую часть, без разницы, то ли они уедут за границу, то ли уедут на материковую часть России, но эвакуироваться из Крыма надо срочно. Это мой личный совет. Вы, я думаю, знаете, что я никогда не даю ненужных советов, я всегда даю советы исключительно обоснованные. Я делаю это крайне редко, но все советы даю исключительно обоснованные. И в данном случае это именно так. Так, давайте на сегодня пока все. Больше событий мы обсудим уже в эту пятницу, которая будет 12 августа. И тогда более детально обсудим те события, которые произойдут к тому моменту. На сегодня это все. Поставьте лайк этому видео, если нас поддерживаете. Есть в описании к этому ролику подписка на Patreon. Я знаю, что в России Patreon какое-то время назад отключили, но есть возможность выйти в Patreon через VPN и поддержать нас. Есть возможность через VPN опять-таки поддержать нас подпиской спонсирования этого канала нашего YouTube. И есть наши криптовалютные кошельки, не забывайте, мы работаем для вас. Да, самое главное, мы вас любим, и это искренне. Всего доброго, до свидания.